Иногда жизнь подбрасывает самые неожиданные испытания, и именно такой сложной ситуацией оказалась история Джейн и ее дочери Лили. Все началось с того, что Джейн заметила синяки на руках девочки. На первый взгляд они казались незначительными, но не покидало ощущение, что за этим стоит нечто большее. Когда Джейн спросила дочь о происхождении этих следов, Лили побледнела и неуверенно ответила: «Я упала». Это объяснение показалось Джейн недостаточным, и ее тревога усилилась. Чтобы разобраться в происходящем, Джейн решила установить в комнате дочери скрытую камеру. Она надеялась, что устройство зафиксирует все, что может пролить свет на ситуацию. В первые несколько дней ничего подозрительного не произошло, но Джейн продолжала наблюдать. Тем временем ее беспокойство росло, поведение Лили менялось на глазах. Девочка становилась все более замкнутой, у нее появились приступы раздражения и плача. Сердце матери разрывалось от боли, наблюдая за этими изменениями. Попытка отвлечь Лили походом в зоопарк дала лишь временный эффект. Вернувшись домой, девочка выглядела счастливой, но перед сном она неожиданно прошептала: «Плохой человек». Эти слова заставили Джейн насторожиться. Через несколько дней она обнаружила, что любимая игрушка дочери оказалась под подушкой ее мужа Тома. Холодок пробежал по спине Джейн. С каждым днем ее подозрения усиливались. Наконец камера зафиксировала нечто шокирующее. На записи Том разговаривал с Лили в грубом тоне, заставляя девочку повторять тревожные фразы. У Джейн не осталось сомнений, за внешней оболочкой семейной идиллии скрывалось нечто ужасное. Однако прямое противостояние было опасным, поэтому Джейн решила действовать осторожно. Женщина начала собирать дополнительные доказательства. Она связалась с бывшей женой Тома, которая подтвердила его склонность к контролю и вспышкам гнева. Джейн также проконсультировалась с адвокатом, который рекомендовал задокументировать все, что происходит, и подготовиться к возможным судебным разбирательствам. Ради безопасности Лили мать ограничила ее пребывание дома, организуя дополнительные занятия и встречи с друзьями. Ситуация обострилась, когда Том предложил семейную поездку. Джейн поняла, что отказаться без объяснений невозможно. Чтобы минимизировать риск, она настояла на участии подруги Эмили. Во время поездки Том продолжал демонстрировать контролирующее поведение, а Лили снова поделилась с матерью своими страхами, на этот раз сказав: «Не позволяй ему забрать меня». Эти слова стали для Джейн окончательной точкой невозврата. Вернувшись домой, Джейн приняла решительные меры. Она собрала все доказательства и передала их адвокату и полиции. Началось официальное расследование, и Джейн с дочерью переехали в безопасное место. Однако угрозы не исчезли. Том пытался связаться с Джейн, и однажды она получила анонимное письмо с фотографиями, намекающими на слежку. Полицейские усилили охрану, а адвокат помог Джейн получить запретительный ордер. Кульминацией этой драматической истории стала встреча Джейн с Томом в кафе. Женщина, используя записывающее устройство, сумела спровоцировать его на признание. Полицейские, дежурившие неподалеку, арестовали Тома на месте. Записи, сделанные Джейн, сыграли ключевую роль в обеспечении безопасности Лили. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.